Самый большой заговор всех времен, разоблачение тайны, скрытой тысячелетиями. Представьте себе, все, что вы знали о мире, истории, религии, лишь верхушка айсберга. А под этим айсбергом — тьма, в которой зреет один из самых масштабных заговоров в истории человечества. Это не просто очередная теория о теневом правительстве или тайных ложах. Это обвинение, бросающее вызов самому основанию нашей цивилизации. Журналист и исследователь Оливер Янич в своей книге «Открытый секрет» утверждает: все ложь. Абсолютно все. Подзаголовок книги звучит как вызов: «Революция Иисуса Христа против братства всевидящего УК». Здесь речь идет не просто о бунте против системы, а о космическом противостоянии между светом и тенью, истиной и иллюзией, между Иисусом, как истинным духовным мятежником, и теми, кто с самых древних времен использует религию как инструмент порабощения. Темное братство и великая подмена. По версии Янича, за фасадом официальной истории скрывается древнее тайное сообщество, которое он называет братством всевидящего УК. Именно они на протяжении веков контролировали потоки информации, создавали официальные версии событий и направляли ход истории в выгодное им русло. Их власть распространяется не только на политику и экономику, но и на саму духовность, на то, как миллиарды людей воспринимают Бога, жизнь и смерть. Самая страшная ложь, по Яничу, заключается в искажении образа Иисуса Христа. Он не был покорной жертвой или проповедником слепого подчинения. Напротив, он был революционером духа, подрывником старого порядка, борцом с религиозной тиранией и иллюзиями, которые веками внушались человечеству. Его учение было глубоко эзотеричным, основанным на познании себя, осознании собственной божественной природы, кармы и реинкарнации. Истинное учение Христа, карма и перевоплощение. Может показаться невероятным, но Янич находит подтверждение своей теории прямо в тексте Библии. Он указывает на такие строки, как Иоанна 9:2, где ученики спрашивают Иисуса: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Этот вопрос, по сути, не имеет смысла, если не предполагать, что человек мог согрешить до своего рождения. То есть, в предыдущей жизни. Эта интерпретация, по словам Янича, намеренно была скрыта церковными отцами, начиная с Никейского собора в IV веке, когда из христианства были изъяты любые следы восточной мистики и учений о перевоплощении. Ведь знание о карме и перерождении делает человека свободным от страха перед адом и вечным осуждением, делает его ответственным перед самим собой, а не перед внешними авторитетами. Именно в этом заключается революционность Христа, утверждает Янич. Он пришел разрушить старые формы, показать, что Царствие Божие внутри нас, а не в церковных иерархиях или догмах. Он не основывал религию, он пытался освободить людей от религиозного рабства. Рудольф Штайнер и эзотерическое христианство. Интересно, что Янич опирается не только на тексты Нового Завета, но и на труды Рудольфа Штайнера, создателя антропософии, который еще в начале XX века говорил о том, что христианство в своей истинной форме включает в себя знание о реинкарнации, духовной эволюции и космическом пути души. По Штайнеру, Христос — это космическое существо, пришедшее на Землю, чтобы соединить человеческую душу с высшими сферами, а не просто искупить чьи-то грехи. Почему это скрывают? Ответ, как всегда, прост и страшен одновременно — контроль. Если люди осознают свою божественную природу, ответственность за свои поступки в масштабах нескольких жизней и свободу духовного выбора, ими невозможно будет управлять через страх, чувство вины или обещание райской награды. Институты власти, от церквей до государств, держатся на невежестве и подчинении.
Истинное учение Христа разрушает эти устои до основания. Заговор, продолжающийся и сегодня. По утверждению Янича, заговор продолжается по сей день. Он меняет формы, адаптируется, трансформируется, но суть его остается прежней — отвлечь человека от истины, держать его в матрице иллюзий, где добро и зло навязаны извне, а не познаны изнутри. Медиа, образование, даже современные религиозные движения — все может быть частью этой великой игры. Открытый секрет — это призыв к пробуждению, к отказу от духовной пассивности и слепого следования. Это напоминание о том, что в каждом из нас живет искра истины, способная разрушить вековые цепи лжи. The greatest conspiracy of all time, unveiling a secret hidden for millennia. Imagine this: everything you've ever known about the world, about history, about religion, is just the tip of the iceberg. And beneath that iceberg lies a darkness, a shadow in which one of the most massive conspiracies in human history has been growing. This isn't just another theory about a shadow government or secret societies. This is an accusation that strikes at the very foundation of our civilization. Journalist and researcher Oliver Janich, in his book The Open Secret, claims that everything, absolutely everything, is a lie. The subtitle of his book is like a call to arms: the revolution of Jesus Christ against the brotherhood of the all-seeing eye. This is not merely a rebellion against a system, it's a cosmic struggle between light and darkness, truth and illusion, between Jesus, portrayed as a true spiritual rebel, and those who, since ancient times, have used religion as a tool of enslavement. The Dark Brotherhood and the Great Substitution. According to Janich, behind the facade of official history lies an ancient secret society he calls the Brotherhood of the All-Seeing Eye. For centuries, they have controlled the flow of information, crafted the official versions of events, and steered the course of history to serve their interests. Their power extends not only to politics and economics, but to spirituality itself, to how billions of people perceive God, life, and death. The most terrible lie, Janich says, is the distortion of the image of Jesus Christ. He wasn't a passive victim or a preacher of blind submission. On the contrary, he was a revolutionary of spirit, a destroyer of the old order, a fighter against religious tyranny and the illusions that have been planted in humanity for millennia. His teachings were deeply esoteric, rooted in self-knowledge, the recognition of one's divine nature, karma, and reincarnation. The true teachings of Christ, karma and rebirth. It might seem unbelievable, but Janich finds evidence for his theory directly in the Bible. He points to passages such as John 9 verse 2, where the disciples ask Jesus, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?" That question, logically, only makes sense if one assumes that the man could have sinned before his birth, in other words, in a previous life. This interpretation, Janich argues, was deliberately erased by church authorities, starting with the Council of Nicaea in the 4th century, when all traces of Eastern mysticism and reincarnation were stripped from Christianity. Why? Because knowledge of karma and rebirth makes people free from fear of hell and eternal punishment, and places responsibility for their life in their own hands, not in the hands of external authorities. This, Janich insists, is the radical nature of Christ. He came to destroy old forms, to show that the kingdom of God is within us, not in church hierarchies or religious dogma. He didn't found a religion, he came to liberate people from religious slavery. Rudolf Steiner and esoteric Christianity. Interestingly, Janich also draws on the work of Rudolf Steiner, founder of anthroposophy,
who in the early 20th century spoke of the fact that true Christianity contains the knowledge of reincarnation, spiritual evolution, and the cosmic journey of the soul. According to Steiner, Christ is not just a historical figure, but a cosmic being who came to Earth to reconnect the human soul with higher worlds, not just to atone for sin. Why is this hidden? The answer, as always, is simple and terrifying: control. If people realize their divine nature, their multi-life responsibility, and their spiritual freedom, they can no longer be controlled through fear, guilt, or promises of heavenly rewards. Institutions of power, from churches to governments, are built on ignorance and submission. Christ's true teachings destroy those foundations at their core. The conspiracy continues today. Janich claims that the conspiracy continues to this day. It changes form, adapts, transforms, but its essence remains the same: to distract people from the truth, to keep them in a matrix of illusions where good and evil are imposed from the outside rather than understood from within. Media, education, even modern religious movements, all may be part of this great game. The open secret is a call for awakening, a rejection of spiritual passivity and blind following. It is a reminder that within each of us lives a spark of truth powerful enough to break centuries-old chains of deceit.